Верхняя точка перевала была пройдена, и мне оставалось спуститься на равнину. К сожалению, я немного неправильно поставил камеру, и она не может передать все те виды и красоты, которые были. Очень красивые обрывы, много снега сверху, снизу он таял, водопады, падающие из гор, и просто отличные панорамные виды, открывающиеся с этого замечательного места. Мне кажется, перевал Стельвио обязателен для путешественников, следующих на мотоцикле из Германии или Австрии в Италию. Мне очень понравилось водить мотоцикл в Италии. Даже несмотря на то, что ты в Европе, только въехал из Германии и Австрии, чувствуется контраст. Мотоциклы в Италии позволяют себе намного больше, нежели в другой Европе. Ты можешь выехать на встречку, обогнать спокойно, проехаться по тротуару, залезть в любые места, и водители будут относиться к этому абсолютно нормально, пропускать, нежели в той же самой Германии, где в принципе ты даже стоишь, как и обычный автомобиль, в пробке, не позволяя себе проехать междурядье. Взяли такие машины в аренду. Это Fiat 500L. Вот мой пепелац, который довез меня до Рима. Сейчас мы в Пунтале. Это 500-ка, на которой мы катаемся здесь. На мотоцикле уж что-то это одно место побаливает. И вот такую взяли. Прикольный. А это вот у нас дорожка к домику. Вот мои карапузы. Так, ну-ка, карапузы, пропустите меня, закройте дверь. Закройте за мной дверь, калиточку. Вот у нас такой вот что тут мы кушаем. Тут газончик. И вот домик. Сам по себе небольшой. Ой, как хорошо здесь отдыхается.
Ну, жена моя любимая Накрывает на стол. накрывает на стол. Вот так вот мы сидим, отдыхаем. You got me some type of way. Ain't used to feeling this way. I do not know what to say. Yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. So one look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. Yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. Then I realize she's right there. And I'm at home like, damn, this ain't fair. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. This shit always happened to me. Why can't we just play for keeps? Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting on innocent, please. When I know you are thinking about it. Then you realize she's right there. And you're at home like, damn, she can't compare. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. Girlfriend, 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 girlfriend. With your girlfriend. Girlfriend, 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 girlfriend. You could say I'm hating if you want to, but I only hate on it 'cause I want you. Say I'm tripping if you feel like, but you without me ain't right. You could call me crazy 'cause I want you and I never met you. Say I'm tripping and it ain't Ты не right, мокрая, but you Соня, да. without me ain't nice. Иди попшикай, Соня. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Как, Маш, так? Ай-яй-яй. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. Girlfriend, baby, yeah. With your girlfriend. With your girlfriend. Тетя запутаться. Ля-ля-ля-ля-ля. Едем с пляжу. А у нас одна красотка везет. Вон карапузики сидят. Две Маш, красотки сзади. Скажи привет. Скажи чао. Чао, Софи. Чао. Чао. Аривидерчи, братуха. Аривидерчи. Ну что, едем в наши деревенские пенаты. Видим наш домик. Дорога занимает у нас 3 минуты. 3 минуты. Сегодня предпоследний день июня. Да? Да. Суббота. Нам осталось отдыхать еще ровно неделечку. В следующую субботу у нас самолет в Москву. Сегодня у нас 30 градусов и 19:44 местного времени. Да, рулите аккуратно. Июль на самом деле достаточно, говорят, жаркий. Первая Я ночь- читал, кстати, что во Франции побит рекорд температурный О, 40. машина уехала, ты видел? Привет, машина. Увидел, но я удивился, как здесь можно уехать. Ну, я сначала подумала, что она как-то припарковалась, а потом я смотрю, там немножко смятая. Смято, да? Ну, видимо, пьяненькие какие-то ехали. А вот наша деревенька. Пунта-Алла. Это у нас, как называется, наша вья вот эта? Вио Гуалдо.
Виа Гуалдо. Мы едем по Виа Гуалдо, и надо повернуть на Виа... Как? Строчителло? Вот справа у нас гольф-клуб. Ну да, вот там вот гольф-поля в нашей деревне. Она уже стала нашей, эта деревня. Скоро там будет наш дом. Да. Сейчас повернем на Виа. Сейчас мы вам скажем. На какую Вот у Виа. нас два дерева на плющихе. Виа Альдебаран. Вон Навстречу. всякие парши. Ну здесь, конечно, дорогая деревня. Жена у меня по-другому не умеет отдыхать. Ой, слушайте. Африка. Да, еще один байкер приехал. А вон мой пепелац там стоит. А у Тихо. дедушка тоже на Альфа Ромео. Вот мой пепелац, который меня сюда привез. Ну что, сегодня мы последний денек в Пунтале. Иду закидывать сумки, вещи, мотоцикл и еду в сторону дома. Надеюсь, сегодня доскочу до Австрии. Ночевать уже планирую там. А завтра ночевать, если опять буду в Будапеште. Ой, спасибо этому дому, поехали к другому. Пепелац уже загруженный, ждет меня. Ну что, с Богом. Город Флоренция. Очень красиво. Небольшой перевальчик с прекрасным видом. Вот нас нравится вид. Вот с таким прекрасным видом между Флоренцией и Болоньей. Блин, сейчас вот здесь вот по лесам такой классный серпантин. Я начал закладывать, но он не крутой, он просто какой-то такой драйвовый. Начал закладывать настолько, что обтесываю себе кроссовки. У меня первый раз такие, знаете, виражи, но это очень круто. Надо успокоиться и спокойно доехать до Венеции. Чао, что я добрался до Венеции, добрался я на байке. Блин, это здорово. Может, конечно, кто-то скажет сумасшедший, кто-то скажет фигня. Я до Португалии катал. Для меня это такой первый мой мототрип. Я получаю от него огромное удовольствие. Вот она Венеция. Передо мной Сан-Марко, сзади Гранд-Канал. Блин, очень круто. Очень круто. И еще много крутых мест. В пути домой я заеду. Просто супер. Я видел лет 5, наверное, 6 назад. Все было очень в сумерках, а я был сильно пьяный. Вот оно, Сан-Марко. It's great. Что, пойдем гонять голубей? Раз уж мы добрались до сюда. Надо их погонять. Светка. А это тебе воспоминания. Помнишь, мы здесь сидели, пили вино? Блин. 6 лет пролетело. Или 5, сколько? Вот это место. Канальчики. Прям помню.
лайфхак всем байкерам, или как он там называется. Есть бесплатная парковка для мотоциклов в Венеции. Вот она, смотрите. Она находится... Сейчас переведу и вам расскажу. Тут есть огромный паркинг вот туда через мост. Вон мост Дамба, по которой все едут. А вот промежуточная остановка от большого паркинга. И вот здесь бесплатная парковка для мотоциклов. Вы можете спокойно сюда приехать, поставить вот заезд-выезд. То есть все без проблем, все бесплатно, все для людей. Хотя удивительно в Европе найти бесплатную парковку. А вон пепелац мой стоит. Тыры-тыры-тыры. Красавчик. Ждет меня. Ну что, поехали, братан. Сегодня до Австрии надо доскочить, постараться. Все маяки горят, подняты якоря, подняты паруса. Берег пора бросать, берег пора забыть. Нашей на нем судьбы не было никогда. Наша судьба вода, наша судьба простор. Я капитан Кусто, будем идти в лучах. Я адмирал Колчак, будем идти сквозь тьму, волн разрезая муть. Счастье свое искать в мире холодных скал, где не видать низги у берегов других, у берегов чужих. Выбросим за борт жизнь, может сойдем с ума, может войдем в туман, волн разрезая муть. Где-то среди Бермуд, там в треугольнике, чувствуя боль в руке, будет вращать штурвал лично сам адмирал. Выбросим за борт все, был бы сам борт спасен, предполагая, что будем идти сквозь шторм. Выпьем в короткий срок, весь накануне ром, весь позабудем страх. Будем идти в лучах, молнии будут бить, а мы продолжим пить. И не в своем уме сядем во тьме на мель. Станет легко к утру, новый начнем маршрут, самый как есть прямой, через весь мир домой, 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 через весь мир домой. Вот такое окончание дня. Не доехал я до Австрии, потому что все отельчики, у них чек-ин до 22-23, а я вот только сейчас 22:20 заехал сюда вот на границу. Ну, остановился тут в каком-то придорожном отельчике. И буду сейчас попью пиво и лягу спать. Завтра рано утром стартану дальше. Но надеюсь, я завтра за счет того, что буду сильно смелым здоровым, выспавшимся нагоню все. Мне бы по-хорошему доехать даже до Пешта, чтобы не отрываться от своего графика. Сейчас я график натянул где-то километров на 80-100, не больше. Но это все из-за всяких Венеции, шопингов, релаксов. Так что